Сегодня в горах в Нико. У нас тут дождливенько, поэтому я вон такой оранжевый шарик. Если вывернуть наизнанку, это большая шапочка из фольги. А, Здесь туман. Ну, а я пойду сейчас осматривать храмы и другие прекрасные достопримечательности местные. Вообще Нико – это небольшой город в горах в префектуре Татиги. Это где-то всего 140 километров от Токио, и это 2 часа на поезд. Так что добраться до Нико несложно, и я настоятельно рекомендую, потому что это одно из самых красивых и еще самых священных мест Японии. И даже входит в список наследия ЮНЕСКО благодаря святилищу Тосёгу, куда я как раз сейчас и иду. В святилище Тосёгу находится мавзолей Токугавы Иэясу, основателя сёгуната Токугава, правившего Японией более 250 лет. Да, на такую дождливую погоду я, конечно, не рассчитывала, но что поделать. А это ленточки, привязанные к деревьям. В детстве мне говорили, что это или на сбычу мечты, или чтобы вернуться в это место еще раз. Но значит ли это то же самое в Японии, я не знаю. Ичинатори – первые ворота комплекса Нико. Купив билет, поднимаюсь к следующим воротам Аматэмон. Это главные внешние ворота и официальный вход в святилище Тосёгу. А вокруг нереально красивый древний лес с огромными кедрами. Вот, например, какой ствол. Народ понабежал, несмотря на дождь. Ворота охраняют 2 стража Нио. Это защитники буддийских храмов. И для Нико это очень характерно. Переплетение буддизма и синтоизма. Ворота Тори – это был синтоистский символ. А это постройка Синькюйся, священная конюшня. Именно отсюда пошли всемирно известные 3 мудрых обезьяны. Не вижу зло, не слышу зло, не говорю зла. По-японски мизару не вижу, киказару не слышу и авазару не говорю. Слово зару в японском звучит как отрицание действия, но одновременно похоже на слово обезьяна. Отсюда и появился этот визуальный каламбур. А еще в Японии верили, что обезьяны защищают лошадей от болезней и злых духов, поэтому их изображения часто размещали рядом с конюшнями. Ну а мы сейчас этих 3 обезьян радостно используем в качестве эмодзи. А это мизуя, постройка для ритуального очищения. Посетители здесь омывают руки и рот перед молитвой. Это важная часть синтоистского обряда. Дождь потихоньку усиливается. Вот как раз момент омовения. Лес вокруг нереально величественный. Вот пенек, представляете, кедра. Фантастика просто. Ну а территория святилища Тосёгу окружена даже не забором, а прямо вот стеной такой. А это ринзо, буквально переводится как «вращающееся хранилище». Это специальное здание в храме, в котором находятся буддийские священные тексты сутры в особом деревянном вращающемся барабане. И это одна из немногих сохранившихся оригинальных конструкций такого типа в Японии. Было построено это здание в 1636 году. Ну а я поднимаюсь к воротам Йомеймон. Это главные ворота святилища Тосёгу. Вон они. Их высота 11 метров. Название их также символично. Слово «йомей» переводится как «яркий свет», символизирующий просветление. На воротах размещено множество резных деревянных скульптур, символизирующих благопожелание и долголетие. В целом количество резных элементов превышает аж 700 штук. Тем временем дождь еще больше усилился, а ведь все еще утро, и моя прогулка только начата. При этом, несмотря на плащ и зонт, я уже начала так хорошо подмокать. И ноги, и куртка. Но красота вокруг полностью это компенсировала. Продолжаю
любоваться фантастической резьбой по дереву. И прохожу сквозь ворота Йомеймон. Впереди вон еще одни ворота, а за ними уже главное здание святилища Тосёгу. А это Синьёша, помещение для хранения демонстрации переносного святилища Микоси. Вот оно как раз. Такие специфические носилки, используемые во время праздников и религиозных процессий. А это ворота Сакаситамон. И тут начинается путь вверх к мавзолею Токугава Иэясу через кедровый лес по ступеням. Это будет около 200 каменных ступеней и высотой подъема примерно около 40 метров среди 400-летних кедров. Путь, очень живописный. Но здесь я буду каяться. Я пропустила и только потом это поняла одну из знаменитых достопримечательностей – резную скульптуру спящей кошки Немури Неко. Я думала просто, что она как раз где-то будет там, наверху, рядом с мавзолеем. А оказалось, что она была внизу при входе на еще одних воротах. А это внутренние священные ворота Инукимон, ведущие к пагоде мавзолею сёгуна Токугавы Иэясу. А вот и сам зал поклонения Акумия Аэйден. Здесь и находится святилище, посвященное Токугаве Иэясу. Это место намеренно сделано в более скромном оформлении, отражающем философию простой, но священной. Ну, а я спускаюсь обратно к основной части комплекса Тосёгу. Спускаться сложнее, чем подниматься, скользко. И я каждый раз буду повторять, для поездки в Японию просто необходима хорошая, качественная трекинговая обувь. А здесь такая типа раздевалка, где нужно оставить свою обувь и зонтик перед тем, как войти в главное святилище Хонша из 5 святилищ Гохонша. И эта группа небольших святилищ внутри комплекса Тосёгу является сердцем всего комплекса. Святилище Хонша и 4 чайные часовни. Здесь сохранена первозданная атмосфера святилищ периода Эдо. Но фотографировать и снимать видео в святилище категорически нельзя. Оно действующее, и это является неуважением к божествам и мешает молящимся. Поэтому я только издалека смогла снять, видимо, чайный домик. Тут традиционный ящик для пожертвований и рядом ящик с предсказаниями, как всегда, перед храмами. А это я направляюсь к воротам Карамон. Это ворота перед главным святилищем, но я через них не проходила, потому что мы там проходили, вот где обувь оставляли, и проходили по боковой деревянной галерее. Название Карамон буквально означает «ворота в китайском стиле».
И тут архитектурный стиль действительно синтез японского и китайского дизайна. Эти ворота тоже все в декоративной резьбе по дереву, и тут порядка 250 разных элементов. А это я уже вернулась к воротам Йомеймон и буду потихоньку продвигаться к выходу из святилища Тосёгу. Но не могу еще не поснимать эту резьбу. Она, конечно, фантастическая в плане детализации и сложности рисунка и повторяющихся паттернов. Но, честно признаться, такой бесконечный дождь, конечно, выматывает. И еще надо сказать, что в горах вообще-то весьма прохладно. В общем, это я придумываю себе сейчас какие-то правдоподобные оправдания, чтобы объяснить как-то тот факт, что я пропустила Риноджи Якушидо, главный зал храма Ринан-Ничи, вот тот, который сейчас там впереди. Ну, пропустила и пропустила. Зато снова вот сногсшибательная совершенно резьба. Ну а я, выйдя из комплекса святилищ Тосёгу, решила, что раз уж я промокла до нитки, то почему бы мне не погулять еще под дождем по прекрасному традиционному японскому саду. И пошла в сад Сойоэн. Он находится совсем недалеко от святилища Тосёгу, он напротив храма Риноджи и примерно рядом с той первой самой лестницей, откуда я и начала сегодняшний свой день. Сад Сёйоэн был создан в середине 17 века и служил личным садом императорского принца Сючо, когда он был главным монахом и настоятелем храма Ринодзи. И сад этот находится как раз ровно напротив храма Ринодзи, но в который я решила пока что не заходить. И также рядом с садом есть музей-сокровищница, но в мокром виде мне тоже было неохота туда идти. Вообще, если честно, я думала, что я в Никко проведу один день и планировала провести только один день. Но, забегая вперед, скажу, что в конце дня поняла, что надо обязательно будет остаться на еще один день, потому что один день – это катастрофически мало. Может быть, только если у вас машина есть и вы передвигаетесь быстрее. Но даже так надо будет в большой спешке везде бегать, и это не очень комфортно. Этот сад спроектирован так, чтобы напоминать берега озера Бива, недалеко от Киото, где принц Сючо провел большую часть своего детства. Он очень красивый, и я сильно впечатлилась, несмотря на дождь, мне было сложно из него уйти. Тем более, что что-то пришлось снимать даже по 2 раза, потому что в какой-то момент я обнаружила, что все мои видеоустройства начинают дико запотевать и снимают все в сплошном тумане. Вот уже начинает виднеться, наверное, чуть-чуть. Но мой азарт до красивых видов и уютных, уникальных мест
побеждал и это, то есть холод и страх за технику. Потому что техника, конечно, совершенно не предназначена для съемки во время такого проливного дождя. И рисковала я прилично потерять технику. Вечером телефон даже отказался заряжаться, грозно предупреждая меня, что в отверстии для зарядного устройства есть вода, и поэтому он срочно отключается. Потом он, слава богу, включился, но это были не единожды мои приключения с техникой и Нико, потому что в какой-то момент я, когда переписывала с карты памяти на компьютер, нечаянно закрыла ноутбук, и именно в этот момент у меня сбойнула карта, и потерялись все записи вот этого первого дня. Мне было очень горько, я была в ужасе, потому что для меня это было очень ценно, и хотелось этими кадрами поделиться. В общем, я нашла людей, компанию, которая восстанавливает данные, и, к счастью, все данные получилось восстановить, потому что самостоятельно я уже не могла их восстановить, там было физическое даже повреждение. А еще при выходе из святилища Тосилгу я потеряла фильтр для камеры, который использовала для регуляции света. И пришлось переходить на другие режимы съемки, которые я выбрала не совсем верно. Но, в общем, много было технических приключений. Но, слава богу, хоть что-то, точнее, все места, где я была, худо-бедно мне получилось снять. А я все еще хожу всеми тропками тут в саду, которые есть. Потому что с каждого угла открывается новый вид. И мне из жадности все эти виды очень хотелось запечатлеть и в себя вобрать и запомнить, и поделиться ими. Поэтому, может быть, у меня выходит и длинновато, зато полный обзор. Все тут обошла, так что пойду на выход потихоньку. Что я могу сказать? Долгий дождь, мокрая одежда, мокрая обувь, холод в горах. На умственную деятельность мою действовал не очень, точнее, специфическим образом. Нико – это место не только потрясающих святилищ, но еще и место, где есть большое озеро и один из больших водопадов – Кэгон, и тоже недалеко совсем. Я планировала его посетить. Посмотрела на карту, общественный транспорт есть. Google сказал примерно полчаса туда, полчаса обратно, подумала я, забегая вперед, не сильно проверяя. Прыгнула в автобус, он как раз подошел, и оказалась на площадке, откуда стартует канатная дорога, которую я тоже увидела на Google карте. Но, выгрузившись, стала я подозревать неладное, потому что канатная дорога что-то подозрительно не работала, а в горах был такой приличный туман, и ветер тоже. И надо сказать, что это хорошо уже в горах, то есть автобус петлял и поднимался, и тут так еще холоднее было, гораздо-гораздо. В общем, я подошла к будочке
зданию, откуда идет канатная дорога, там стояли работники, и попыталась узнать, работает ли канатка и вообще, что происходит. Есть ли у меня хоть какие-то шансы. Английский у работников станции был не очень, но они мне дали понять, что канатка не работает и, судя по всему, не будет, погодные условия и так далее. Ну, в общем, я поснимала вокруг, вот вы видели, а потом вижу, вот вагончики-то едут. Ну, я пошла их слезно просить снова, работников, вот, чтобы меня пустили. Дальше они мне сказали, что могут пустить только тех, у кого есть там специальная проездная карта, которой у меня не было, естественно. Я вообще не знала, что есть такое. Вот. Но там еще и был, видимо, начальник их, и я... как кота Шрека, смотрела на них и говорила: ну пустите меня, пожалуйста, на канатку, ну, может быть, можно. И он такой видом им показал: да, можно, вот купи билет и проходи. Вот, я была безумно счастлива, кланяясь, пятилась, так: аригато, аригато, аригато. Там очень это, проникаешь с почитанием начальства и тем, что надо благодарить очень за то, когда тебе делают исключения. И вот я наконец-то поднялась на обзорную площадку с 360-градусным видом на горы и, самое главное, на знаменитый водопад Кэгон. Сейчас я снимаю сторону как раз откуда мы поднялись, там, где канатная дорога. Фантастический туман. Я, конечно, очень надеялась, что в горах будет та самая красивая цветная осень и листва на кленах, но несмотря на то, что это был середина и даже чуть позже октября, зелень даже высоко в горах преобладала, и какие-то желтые или красные цвета были, буквально на единичных веточках кленов. И вид, конечно, совершенно фантастический. А это как раз сторона, где водопад и озеро Чужэнжи, рядом с которым водопад и находится. Кэгон считается одним из 3 самых красивых водопадов Японии, и вода падает с высоты 97 метров. Водопад известен с VIII века, когда его описали буддийские монахи. Название Кэгон переводится как «блеск золотого света» в буддийской философии. Зрелище, конечно, фантастическое. Я была очень рада, что все-таки уговорила меня пустить на канатную дорогу. Есть обзорная точка и гораздо ближе к водопаду, но я в тот момент все еще думала, что я этим же вечером отправлюсь в Осаку, а путь этот достаточно дальний. И еще у меня в расписании из мест было одно, которое очень хотелось посетить. Поэтому я решила сократить время и не ехать к еще одной обзорной площадке. Вон еще один небольшой водопадик. Точнее, наверное, продолжение того.
и обратный спуск на канатной дороге. Название ее Акичидайра, и канатная дорога соединяет нижнюю и верхнюю станции на склоне горы Акичидайра соответственно. Поездка длится около 7 минут, и вокруг, конечно, вот такие совершенно офигительные панорамные виды. Длина маршрута 330 метров по горизонтали и 100 метров по высоте. Дорога эта была построена в 1967 году и стала очень популярной среди туристов. И, кстати, я не знала, но мне безумно повезло, потому что, оказывается, с 26 года ее закрыли, в принципе, на ремонт. То есть, можно сказать, что вот последние месяцы я ее захватила действующей. Почти опустились уже к исходной точке той площадки, где парковка, и сейчас мне надо будет решать очень сложную задачу, потому что Google мне показал, что, конечно, очень будет легко вернуться от этой канатной дороги. А на месте я обнаружила, что на самом деле дорога там только в одну сторону, соответственно, нельзя перейти на другую сторону и сесть на автобус. Вот, а надо только ждать тот же самый автобус, на котором я туда и приехала, и ехать дальше вверх в гору, потом спускаться вниз, и вылезать в другом городе, пересаживаться на нужный автобус и только так добираться до гостиницы, где я остановилась. Такси вызвать невозможно, никто туда не приезжает, в приложении не ловится. Все туда доезжают на своих или снятых машинах, или на туристических автобусах. Таких вот странненьких туристов, как я, вообще не было. Вот. А Google при этом смело сообщал: да, конечно, легко выехать. Вот по канатной дороге подняться, там пройти пару метров, и будет автобусная остановка. Немножко он не учитывал, что пройти там пару сотни метров, это вот как это, с вершины горы прям до озера сигануть. Но когда, значит, я грустно стояла на остановке и ждала следующего автобуса, подошла еще компания таких же горемык, как и я, без личного транспорта, оказались поляками. Я приободрилась, что не я одна такая мерзну и мокну. Вот. Попытались договориться, вызвать машину. Нет, ничего не вышло, но, слава богу, приехал потом нужный автобус, и вот я уже добралась до нужной мне точки. Ну, а я буду с вами потихоньку прощаться. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.